Всем привет! Добро пожаловать на канал Play, 11-я серия прохождения The Long Dark. Сегодня будем доставлять медикаменты. Я чуть-чуть облегчил, сейчас покажу, чуть облегчил свою ношу. Лежит куча всяких ништяков. Ну, я даже не знаю, вот выкидывал, ну 4 килограмма лишних, так что пошли так. I'd better check in on that old trapper. Так, все, прячем вот это дело. Я так понимаю, а что это со мной? Я выпил энергетик, который был. Энергетик меня так штырит. Прям. Так, теперь вопрос. Мы с этим медведем будем вот так играться? Или, блин, на камни в глаз попадем? Или сразу с винтовкой? Блин, ну ладно, медведь. Шли вперед. И вперед. Тихонько так, не спеша, не задерживаясь. Да, волчок меня потом нормально так за бочок покусал. Еще хп не отрисовалось. Идем, значит. Никого не трогаем. Я думаю, может покушать. Ну, короче, нет. Не горит. Знаете, сразу эта фигня перезаряжена. То, блин, знаем мы эти дела. Дурацкие. Ну, пошли забрали, да, идем, а потом в конце же. Почему меня так штырит-то? Усталость снизилась. Головная боль. Чего у меня голова болит? Из-за того, что энергетик выпил, типа? Не пейте энергетик. Прямо фу. Волк его, как всегда. А вот это что у меня сейчас, собственно, блин? Усталости вон наполовину. Ну, круто. Так, вот так вот. Усталость снизилась. И половина. Это типа из-за головной боли у меня так? Ну, так далеко не уйдем так-то. И медведи тут сзади нас не шарятся. Ну, тут еще топать и топать. Хз, почаще сохраняться, что ли? А то мне пол хп, сейчас медведь нападет. Не хочется пилить все заново. Где? Вон. Ну, чё ты сюда несешься, блин? Вот перезарядился, да? И еще раз надо перезаряжаться. Угу. Или это он, типа, эту старую гильзу выбрасывает? Так, волк, низ... Как это называется? Я хочу уже на тебя, в общем, попробовать винтовку. Давай без этого. Что, мне долго еще головная боль это будет? Нет, нету ее уже. Ничего показалось. Но все равно какой-то снег слишком светлый. А, начинается, я замерз уже. Я так понимаю, мы сейчас будем на... Как оно там называется?
Сюда, в общем, зайдем. В турбазу. Там отогреемся. Возможно, поспим. Потому что я вижу, что мы не дотопаем с такими успехами. Да, давай быстрее, блин. Стрелы в том медведе откуда-то. Не знаю, если медведь людоед, то он может, в принципе, преследовать людей. Но если это просто медведь, он защищает свою территорию. А раз мы ушли от той пещеры, где мы там шарились, не должен как бы за нами ходить. Ну, так как это игра, то почему бы и нет, собственно. Должен же это кто-то быть. Почему бы и не медведь? Что это впереди там? Так, до турбазы пошли. А, это... И карту обратно ложил. Молнией щелкнул. Я все-таки предлагаю зайти сейчас сюда. Часик подремну, разжечь огонь на час. Час подремать там возле огня и с новыми силами ворваться, так сказать. Йоки. Окей. Я понял. Дальше, Максим. Прячь. Прячем оружие, заходим в дом. Где тут второй этаж? Сжигаем эту штучку. Сжигай, дружок, ты можешь? Так, добавим до часу топлива. Добавить. Отлично, давай чашку кофе тут поставим. Тут поставим сдувшаяся банука. Что с ней будет? Четыре минуты 13 минут. Сейчас кофе выпьем и не захочем спать. Знаете, часик поспим, вот так выкипит-то выкипит. Фиг с ним. Хе-хе. Ставим котелок. Да, давайте банку кофе туда. Ставим сюда что? Свою банку. И сюда банку кофе. Кофе как вжухнем. Пойдем так покушать пока что что-то. Дувшаяся банка сгущенки. А чё у меня уже тут 29,66? Со мной опять не так. Это из-за усталости, типа? Выпиваем. Выпиваем. Забираем. Все, в общем, я хорош. Шли проходить дальше. Верстак, да. Мы обследовали? Нет, видите, аптечку не заметил. Но она пустая, так что не важно. Сохраняемся. Не вперед. Так, вот это пока что. Идем себе, идем, бежим себе, бежим. Блин, вообще не особо надо бегать, у меня же нету бинта, чтобы ногу перевязать. Это, кстати, а может есть? Есть бинты?
есть один. Ну, в общем, особо бегать не надо. Так, волков нету. Ничего нету. Он волк. Фух. Аж сюда и шлем идем. Да, зона ловушек, да, все правильно. Волк, ну вот не надо. Вставай, снизилась. Волк. А, он выбрасывает, ну ладно. Он выбрасывает гильзу старую. Так, вон вижу зону ловушек. Что-то как быстро эффект после кофе пропал. Что так медленно? Я не понял, где этот медведь? Я, конечно, не настаиваю, но как бы напал бы хоть раз. Волки и то смелели, вон, нападают даже. Топать по снегу, это прям, да. Я оставил? Нет. И разве вот таки наверх шел? Ух ты, еле топаешь, божечки. Может, досточку какую-то надо поднять, что? Я, по-моему, переборщил с выбрасыванием палочек. И костер, если что, нечего развести будет. Я почему назад смотрю? Потому что если хоть чуть-чуть реализма есть, то все животные с подветренной стороны подходят. Хищники, хорошо. Блять, это... Сраться можно. Растяжение запястья? Прям что новое. Я запястье растянул-то. Ну ладно, вот и наш. Так, обезболивающее. Че, вот тут ногу еще растянуть? Это будет вообще отлично. Так, мы хоть сюда идем. А, надо. Ну, ладно. А уж растяжение запястья, это что-то с чем-то. Может, медведь там... Да, вот самое время тут позевать. Может, медведь там уже в дверь стучится? Делали хотя бы анимацию падения там. Может, придем, а медведь зверолова докушивает. Такой, заходи. Садись, ложись там. Приду через 2 дня. Кушай тобой. Так, не-не. Я ж в перчатках. Где мои перчатки? Почему у меня руки, блин? Медведя там не видно. Тут ветер такой себе прям. Так, чуть побегать можно. Хватит. Медвежонок. Ты где? Я начинаю нервничать. Так, ну что, мы дома? Почти. Да,
Улыбка такая маленькая. Только не надо ему только собирать припасы, наверное. Хотя я, в принципе, могу, по сути. С собой, блин, склад целый ношу. Oh, shit. Чё, как-то сильно быстро раздуплился. Take it easy. You're pretty banged up. Probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. That's not like any surplus I've ever seen. Ah, damn it! Well, parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, he'll either get us or starve us out. Ah! Oh. I gotta lay down. Help me back to the bed. Яшка. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s. But then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. Да, дамба накрылась. За лесные ораторы. Who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh, I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. Угу. Есть где-то тайники Can you этих. tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve, though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. Whole area's mostly dead. Most of the year. You sound like you like it that way. Yeah, I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand.
collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? I have my reasons. What's this unfinished business between you and the bear? Ah. Me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. Well, you won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit Nothing Town, north part of the island? Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah, I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. What do you mean the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. No, not spooked. But changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave, I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio, and our survival, is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear, he's special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. Special bear like that needs special magic to bring him down. Magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge. The old ways. What do you have in mind? There's an old story. Local legend, maybe.
about one of the original settlers of this place. Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. Week later, a hired hand goes missing, and they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. It's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man-killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him. Half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're going to survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Значит так, наша женушка не сюда пролезла через тот туннель, а где-то в нескольких днях пути через горы. Но мы туда не сможем пробраться, потому что у нас на хвосте медведь. Чтобы его убить, надо достать копье. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. До следующей серии. Всем пока.